Хочу поделиться результатом, который недавно появился. Раньше, когда я распрямлялся на полу и после этого хотел закрепить результат, то при попытках вот так встать и прислониться грудью, то есть прислониться бедрами и грудью, у меня спазм в мышцах поясницы был моментальный. И то есть я так простоять мог, наверное, только 1-2 секунды. Вот. И то есть и при том, чтобы еще подбородок отошел от стены. То есть так я 1-2 секунды максимум мог простоять. Вот. И поэтому я периодически пытался так подходить, но каждый раз вот эти болевые ощущения, то есть, скажем, отпугивали меня надолго от вот этой позиции. Вот. Но сейчас совокупность упражнений, которые, видать, я делаю, то есть постепенно привели к тому, что вот эта позиция для меня стала сейчас реальной. То есть я могу уже тренироваться в этой позиции. То есть я могу тренировать руки в этой позиции, делать упражнения, например, тренировать повороты шеи. Можно пробовать дышать, хотя дышать, конечно, глубоко я не хочу, обоями, потому что тут все-таки химические всякие вещества, поэтому сильно дыханием я тут не увлекаюсь. Можно вот, например, вращать вот так вот плечами, то есть чем ближе мы приближаем плечи, тем сложнее удержать эту позицию. Или, например, опускаем, то есть легче, когда плечи отведены и подняты, это максимально легко. Удерживать эту позицию. Потом, если пытаемся плечи опустить и приблизить, то есть это максимальная нагрузка, особенно на шею. И вот как раз можно тренировать по-всякому, то есть разные мышцы с помощью этой позиции. Вот, то есть я растягиваюсь на полу сначала, а потом уже встаю в эту позицию. После того, как постою в этой позиции, я расслабляюсь уже стоя. Вот. Расслабляюсь, можно у окна глубоко дышать в этой позиции. И потом опять следующий подход. Вот, стоять сколько комфортно. И так подход за подходом постоял. Опять расслабился. Подышал. И опять. Чем больше подходов и чем чаще это делать, тем лучше. Вот так я закрепляю результат. Можно стараться наверх посмотреть, на потолок. Посмотрел со стороны, да, полностью грудью я, конечно, не касаюсь, то есть еще не получается касаться, то есть шея у меня назад так не отводится, то есть получается касаться только нижними ребрами, но тем не менее это в любом случае прогресс, то есть даже если гибкость за счет вот этого отдела поясницы, это в любом случае хорошо, и то есть надо шаг за шагом, то есть каждый отдел, в каждом отделе повышать гибкость. Также в этом положении можно еще работать на мобильность, то есть сутулиться и распрямляться, сутулиться и распрямляться. Вот. Еще в этом положении тренируется отгибание, отвод ноги в тазобедренном суставе, то есть происходит растяжка подвздошно-поясничной мышцы, и можно стараться
отводить ноги максимально назад. Вот. Также можно стараться сводить ноги вместе, то есть в данном случае они у меня отведены широко, мне так легче. То есть если я буду сводить их вместе в таком положении, для меня это усложняет тоже упражнение. Еще я считаю важно тренироваться с весом, потому что, например, вот так вот выпрямились, все хорошо работает, мышцы держат, потом пошли на кухню, взяли кастрюлю с водой и опять перекосило, скривило, то есть мышцы не выдерживают даже такого маленького веса, или пошли в магазин, купили продукты и тоже потом перекосило, скривило от этих продуктов, от сумки. Поэтому я решил добавить вес, то есть первоначально я взял пустую бутылку, налил туда 100 грамм, вот, потренировался несколько дней, потом добавил еще 100 грамм, получилось 200 грамм, сегодня добавил, ну еще потренировался, сегодня добавил уже 300 грамм. И можно какие упражнения, например, делать, то есть вот так вот из одной руки, вот мне вот это упражнение нравится, в другую руку перекладываем, вот, можно сопровождать это взглядом, пытаться, то есть это как бы тренировка для шеи, глазодвигательных тоже мышц, вот, для глаз тоже хорошая тренировка, и для шеи, вот, можно вот так вот там отводить, например, то есть в принципе здесь уже фантазия какая есть, можно придумать различные, можно с бутылкой вот так тянуться в сторону и смотреть, вот так вот тянуться, ее отталкивать туда вот, в угол, вверх. А можно пытаться бутылку вот так вот вверх тянуть. Вот. Вот. И постепенно, через несколько дней можно добавить еще 100 грамм. Так, еще 100 грамм, и когда-то уже мышцы натренируются до такой степени, что можно взять уже на кухне кастрюлю с водой и от этого не перекосит, или там взять продукты, донести. Вот, я думаю, к этому надо как минимум стремиться.